Всем привет! По просьбе моих подписчиков я решила сделать мастер-класс вот такого очаровательного панно. Это по работе Екатерины Дамась. Ссылка будет в описании на ее контакт. Можете зайти к ней в гости и посмотреть на ее шикарные изделия. Крестики мы делали в прошлом видео. Ссылочка будет в правом верхнем углу. Кто не видел, заходите, смотрите, как мы начинали наше панно. Это я сейчас показываю для тех, это в принципе известный такой вариант расчерчивать большие круги, но решила показать, может кому-то еще пригодится, потому что с этим панно вам пригодится рисовать большие круги. Берем обычную картонку, кусочек, и таким образом мы можем нарисовать абсолютно любой диаметр. Теперь смотрите, я к нашему пеноплексту или пенопласту, у меня пеноплекст, я приколола невидимками нашу серединку так, чтобы крепко держалась. После я разъединила лучики в разные стороны на определенное расстояние между ними. Теперь мы подставляем наши трубочки и будем начинать плетение. Проплетаем веревочку из двух. Вот эти вот невидимочки, которые я поставила, как вы видите, они у меня поставлены полностью по диаметру, по периметру, где я нарисовала свой круг. Чтобы, когда вы плетете, вы не примерялись по вашему рисунку, а просто к невидимочкам подводите плетение. Это очень удобно и быстро. Проплетаем аккуратно на нужных расстояниях наши плетения, нашу веревочку из двух. Еще невидимочками мы держим наши лучики для того, чтобы они у нас не чтобы было одинаковое более-менее расстояние между трубочками, между стоечками. Наращиваем трубочки мы на изнанке, как обычно. Плетение очень легкое, оно с виду кажется сложным, на самом деле оно очень легкое, подвластно любому абсолютно плетуну, но оно громоздкое. Полный диаметр полностью всего панно вместе с лучиками у меня получился 56 сантиметров. Можно в принципе немножко вот эти расстояния уменьшить, и будет тогда оно поменьше. У меня вот от этих квадратиков где-то сантиметра 2 до вот этой веревочки из двух, которую сейчас плету. Аккуратненько проплетаем. После того, как мы проплетем вот этот вот первый ряд, можно потом плести все что угодно. Можно продолжить плести веревочкой из 3 до конца и получить нашу крышечку, наше донышко какое-то. Все что угодно, что вам заблагорассудится. И вы спрашивали, как поднять стойки при таком плетении. Вот после вот этого можно запросто поднимать стойки.
после веревочки из 2, с 3 и так далее, как вам уже будет удобно. Сейчас, смотрите, мы подошли к первой стоечке, соответственно, мы должны обязательно закрыть ряд. Вот она, первая стойка, и мы закрываем ряд. Сначала мы берем правую трубочку, потом левую. Аккуратно соблюдаем нашу окружность. И теперь мы проплетаем еще один ряд, только уже обратной веревочкой. Если кто-то не знает, как плести обратную прямую веревочку, веревочку из 3 и так далее, обращаемся на моем канале плейлист для новичков. Там есть уроки и все подробно рассказано и показано, как что плести. Ну а мы плетем дальше. Заводим аккуратно все наши трубочки и проплетаем один круг. Подходим к окончанию нашего круга второго ряда. Вот она, наша помеченная первая стойка. Значит, мы заводим следующую трубочку, как плели, так и плетем. А вот следующую уже будем нырять внутрь. Вот сюда мы будем. Вот сюда, куда я показала. Вот сюда мы добавляем, просовываем нашу трубочку, и тем самым мы заканчиваем ряд. Если что-то непонятно, обращаемся в плейлист для новичков. Аккуратненько туда ее надо просунуть, так как у нас оно приколано невидимочками, поэтому это сделать сложновато, но реально. Трубочки на этих этапах я просто потом обрежу. Сейчас я их и укорачиваю немножко и оставляю в покое. После того, как наше изделие высохнет полностью, я их укорочу. Сейчас пока просто немножечко укоротила, а потом я их обрежу полностью. Вот сюда, вот так. И здесь вот так. Никуда не подставляю, просто обрезаю все. Это изнанка, ее не будет видно. Теперь еще через где-то 2 сантиметра, ну даже, наверное, 1,5 сантиметра. Не 2, 1,5 сантиметра там у меня. Мы подставляем опять также веревочку из 2 трубочки и будем их плести. Тоже мы их сейчас зацепим, чтобы никуда наши трубочки не ускакивали, не выскакивали. Можно прям саму трубочку проткнуть невидимочкой, потому что все равно она потом обрежется, краюшек. И также проплетаем аккуратно по диаметру наше плетение, нашу веревочку. Здесь мы будем плести веревочку из 2-3 ряда, потому что потом мы на них будем накладывать крестики. Каждый ряд мы должны обязательно закрывать, так как рядов мало. Это я говорю для новичков, кто не знает. Если мало рядов, где-то до 5 хотя бы, то желательно закрывать каждый ряд. Если больше рядов до верха изделия или много, там рядов 10 и так далее, 6, 7, 8, то можно их не закрывать, а просто плетем дальше. Каждый ряд закрывать не обязательно.
Если мало рядов, закрываем ряд, потому что будет это видно. Также приглашаю в свой чат Telegram всех, кто еще там нет. Ссылка тоже в описании под роликом. Кому интересно, приходите. Чат Telegram у нас бесплатный. Так, теперь мы подошли опять. Закрываем ряд. Это о том, о чем я говорила, что надо каждый ряд закрывать. Закрываем наш ряд. Подошли к первой стоечке. Она у меня помеченная невидимочкой желтенькой, если хорошо приглядеться, видно. И делаем закрытие ряда. После этого мы начинаем плести следующий ряд. Просто продолжаем также веревочку из двух. После второго ряда, когда мы его сейчас проплетем или будем в процессе плести, то мы будем подставлять стоечки. В принципе, можно было сразу изначально сделать двойные стойки, чтобы потом их здесь не наращивать. Но так как я плету первый раз, как обычно, я почему-то этого не сделала. Но вам советую сделать так. Сразу нарастить их, чтобы сейчас потом их не наращивать. Так у вас сэкономятся трубочки. Ну, а я наращиваю сейчас. Мы обрезаем под углом аккуратно наши старые стойки и на их место будем добавлять новые. Мы наращиваем одну, вторую, и теперь между еще трубочками мы подставим еще по 2 трубочки. В сумме у нас будет 4, с одного места выходить не 2, а по 4 лучика. Сейчас вы все увидите. Еще раз нарастили. Теперь аккуратненько раздвигаем их. Можно, в принципе, подставить по бокам, как вам удобно. Мне удобно в серединку. Трубочку, которую мы подставляем, я немножко тоже срезала под углом, чтобы было удобно подставлять. Капаем 1 каплю клея, чтобы ничего у нас не выскочило преждевременно. Вот такие вот 4 лучика мы пускаем везде по кругу. И после этого мы плетем еще один ряд веревочки из 2. В сумме у нас будет 3 ряда. Тут я показываю, как я заканчиваю еще один ряд. Как я и говорила, и буду говорить всегда, что надо закрывать ряды, если у вас их мало. Второй ряд также закрываем аккуратно, чтобы ничего не повыскакивало, так как еще все совсем свежее. И теперь плетем 3-й ряд. Третий ряд мы также закрываем, как и предыдущие. Трубочки немножко можно подрезать, можно оставить, если они у вас короткие. После того, как высохнет изделие, мы их потом обрежем. Мы их обрежем покороче, чтобы их не было видно. Были на изнанке. Здесь я также расставила свои невидимочки прямо посередине между парами, для того, чтобы понимать, где у нас будет идти виток. Теперь мы подставляем опять наши трубочки и плетем веревочку из 2. Все точно так же.
между вот этим рядами, теми тремя и сейчас, который идет, у меня где-то 2-2,5 сантиметра. Вы смотрите сами, потому что зависит все от ваших трубочек, какие они у вас толщиной, как вы плетете. Может быть, у вас будет чуть-чуть меньше расстояние это или наоборот чуть-чуть больше. Главное, чтобы вам было удобно плести веревочку из двух. Расстояние между стойками, чтобы вам было комфортным. Я приколола, как я и говорила, первую трубочку рабочую, чтобы она никуда не упрыгивала. Мы ее потом все равно обрезаем, этот кончик. Ну, теперь плетем дальше. Хотела сказать вам, всем, кто пишет мне комментарии, огромное спасибо. Очень приятно читать ваши вопросы, ваши пожелания. Всем огромное спасибо за то, что вы остаетесь со мной. После того, как мы закончили наш первый ряд, мы делаем точно так же, как и в самом начале делали. Теперь мы плетем обратной веревочкой из двух. После этого мы отступим расстояние и опять будем плести 3 ряда веревочки прямой. Продолжаем плетение. Невидимочки, как я и говорила, во-первых, мы ставим для того, чтобы знать, где середина у нас виточка, чтобы у нас витки никуда не убегали. И плюс еще они служат как ограничитель для окружности, чтобы не всматриваться, где у нас там узор, не узор, а наш круг, а сразу близко подводите к невидимочкам, и тем самым у вас удобство в том, что вы плетете окружность.
После того, как мы практически сплели наше панно, мы обрезаем наши стойки, которые явно уже лишние. Я делаю это где-то 3 сантиметра. Там 3,2, вот так, ну 3 сантиметра в принципе. Каждую стоечку мы примеряю линеечкой, чтобы не выскочить дальше, чем надо, чтобы у нас была окружность. Я сначала перевернула свое изделие и режу под углом. Тогда наши лучики будут ровненькие. Вот теперь смотрите, как получилось у нас с лицевой стороны. Теперь нам осталось сплести только крестики здесь и здесь. Смотрите, хотела показать для новичков, специально для новичков, чтобы вы не жалели трубочки. Некоторые боятся, что у них много остатков остается. Вот сколько остатков остается у меня. И это еще не предел. Поэтому не переживайте на этот счет, просто оставляйте, плетите, чтобы у вас были качественные и хорошие работы. Теперь смотрите, мы будем плести наши крестики. Видите, я обрезала наши вот рабочие трубочки, которые остались, и они сейчас перекроются крестиками. И не будет видно ничего, и никуда прятать ничего не пришлось. Так, обернули наши трубочки, 3 рядочка. И теперь смотрите, мы проплетаем, мы обвиваем наши стойки и выводим их вот сюда, поближе к следующим стойкам. И также их обвиваем. Сначала правую, потом левую. Или наоборот, сначала левую, потом правую, как вам удобно. На обратной стороне у нас тоже перекрестие получается с изнаночной стороны. Аккуратно все придерживайте, чтобы ничего никуда не ускакало. Это один из вариантов, как мы плетем крестики здесь. И потом позже немножко я покажу попроще вариант. Кому-то может попроще, кому-то может нет, но мне второй вариант больше понравился. В некоторых местах ускоряю плетение, иначе у нас получится очень долгий ролик и очень нудный. Поэтому я немного ускоряю. Но все моменты я показываю в нормальной скорости. Вот я переворачиваю для того, чтобы вам показать, что у нас с обратной стороны и как мы будем наращивать. В принципе, переворачивать изделие не надо. Вы наращиваете под низом. Прищепочкой пристегнули, чтобы ничего никуда не ускакало, и наращиваем. Я перевернула только ради вас. Возвращаем обратно. Поправляем. И плетем дальше. Вот когда у нас окончание уже плетения трубочек, я прищепочкой пристегиваю, чтобы они никуда не упрыгали. Нарастила и после этого аккуратно плету дальше. Вот этот вариант, который я вам говорила. Просто придерживаем аккуратно пальчиками. Тут внизу не очень хорошо видно, но надеюсь, что вы увидите. Одной трубочкой мы полностью обвиваем наши стоечки. Вот таким вот образом, как это делаю я. Внимательно смотрите и все поймете. И потом то же самое мы сделаем второй трубочкой. Прищепочкой пристегнули, взяли другую трубочку и сделали аналогично. И получили те же самые крестики. Все очень легко и просто. Вообще это панно в принципе очень легкое, но оно красиво подобрано в сочетании. Спасибо за это Катюше. Она поделилась своим изделием, и я сделала по нему мастер-класс. И получилось чудесное панно. Катя плела его уже давненько, еще в начале лета, по-моему, если я не ошибаюсь. Но у меня руки никак не доходили, поэтому сейчас вот я свои заказы все
раскидала, позаканчивала пока временно и решила поработать над панном. Так, ускоряю съемку и доплетаем наши крестики. Я вам показываю, как делать крестики вот на этих 3 рядочках. Первые внутри, которые 3 ряда, мы делаем все то же самое, но снимать я уже их не буду, потому что все абсолютно так же. Просто их не очень удобно снимать. Поэтому смотрите здесь. Если видите, что у вас трубочки уже коротковастые, лучше их обрежьте раньше, не экономьте. И заканчиваем наши крестики. Заканчиваем мы очень просто, так же как и в первом ролике про крестики, которые вы уже некоторые посмотрели. Обвиваем и там сейчас их закрутим. Так, последний крестик. Ну и в принципе работа практически готова. Внутри еще крестики мы потом сделаем, и все. Закрепили, перевернули. И сейчас мы их запрячем. Одна стоечка остается под низом, трубочка, то есть, а вторую мы прячем вот сюда, подсовываем. Точно так же делаем, как и в крестиках в предыдущем ролике. Подтягиваем и фиксируем. Готово. Теперь осталось только обрезать. Обрезаем. Можно оставить, чтобы подсохли, потом обрезать, если боитесь, что у вас выскочит. Но там все плотно, поэтому оно никуда не денется. Теперь мы проделываем ту же самую манипуляцию с внутренними крестиками. Здесь вот они есть. Вот они, окончания наши. Его и не видно, что там, где начало, где конец. Такая красота получилась. Здесь у нас крестики, и здесь мы тоже проплетем точно такие же крестики. И вот наш результат нашего очаровательного панно. Как я и говорила в начале, у меня полностью весь диаметр получился 56 сантиметров. Его можно сделать и по-другому. Можно чуть-чуть уменьшить. Это вы будете смотреть сами при плетении. Вам всем творческих успехов, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, очень приятно мне всегда их читать. И увидимся в следующих роликах, мы будем плести еще много интересного и красивого.